Привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить традиционный классический кулич на дрожжевом тесте. Он понравится тем, кто любит пропитанные и сочные куличи. А мне нравится этот рецепт за то, что мякиш у этого кулича получается очень легкий, слоистый, воздушный, словно пушистый. И он очень нежный и слегка влажный внутри, долго не черствеет и всегда получается высоким и невероятно вкусным. На вкус он очень ароматный, в меру сладкий, мягкий, тающий, а апельсиново-коньячная пропитка придает приятные терпкие нотки и невероятно обогащает общий вкус кулича. Дрожжевое тесто живое и чувствует наше настроение. Настройтесь на позитив, запасайтесь терпением, и все у вас обязательно получится. Для того, чтобы куличи всегда получались идеальными, все ингредиенты для их приготовления следует подготовить заранее, извлечь из холодильника и дать им согреться до комнатной температуры. Я хочу показать видео замес теста вручную, но если у вас есть такая возможность, то лучше, конечно, воспользоваться кухонным комбайном или хлебопечкой. Тесто я буду готовить ускоренным, безопарным способом. В теплое молоко всыпаю куркуму, хорошо размешаю венчиком, она придаст выпечке красивый оттенок и легкий пряный аромат. Добавляю дрожжи, ванильный сахар и мускатный орех. Снимаю цедру с апельсина, мне нужна будет только тонкая верхняя кожица, так как белая прослойка дает горечь. Мелко нарезаю цедру и добавляю в тесто. Всыпаю сахар, добавляю мед и яйцо, перемешиваю венчиком. Всыпаю муку. Муки может уйти чуть больше или меньше указанного количества, поэтому добавляйте ее постепенно и следите за консистенцией. Перемешиваю тесто лопаткой, чтобы вся мука увлажнилась. Желтки яиц растираю с солью и ввожу массу в тесто. Обратите внимание, я добавила соль после муки, чтобы она не снизила активность дрожжей. Перемешиваю и перекладываю тесто на стол, чтобы удобнее было его вымешать. Вымешиваю тесто примерно 10-15 минут, пока оно не станет упругим и мягким. Теперь мне нужно добавить сливочное масло. Оно должно быть очень мягким. Раскатываю тесто в пласт, смазываю сливочным маслом и закрываю вот таким способом. Хочу сразу рассказать, почему ввожу масло именно в середине замеса, а не в начале. Такой метод введения масла в тесто делает мякиш более воздушным, волокнистым, нежным, мягким и не крошащимся. Продолжаю вымешивать тесто примерно 15 минут. Оно должно получиться упругим, удерживающим форму. У него невероятно приятная текстура. Оно мягкое, очень эластичное, глянцевое и словно шелковое. Сделаю тест на глютеновое окно. Оно помогает определить, что клейковина теста стала достаточно эластичной и растяжимой, чтобы удерживать газ, и тесто будет хорошо держать форму во время расстойки и выпечки. Я растягиваю тесто и вижу, что оно хорошо вытягивается до полупрозрачного состояния и не рвется, а это значит, что замес сделан правильно. Скатываю тесто в шар, перекладываю в миску, затягиваю пищевой пленкой и убираю в теплое место на 40 минут. Я хочу добавить в тесто белый и темный изюм, а также вяленую вишню. Сухофрукты я заранее промыла и просушила. Чтобы они равномерно распределились по тесту и не слипались между собой, пересыпаю изюм и вишню мукой. Прошло 40 минут. Перекладываю тесто на стол и раскатываю в пласт. Посыпаю сухофруктами и складываю вот таким способом.
Формирую шар и слегка проминаю пальцами. Перекладываю тесто в миску и убираю в теплое место на расстойку на 1 час. Прошел 1 час. Тесто увеличилось в объеме примерно в 2 раза. Стало мягче и воздушней. Слегка проминаю его пальцами, чтобы избавиться от лишнего газа. Делю тесто на 4 части и скатываю в шарики. На 1 кулич у меня получилось по 320 грамм теста. Выкладываю тесто в форму. Оно должно занимать не более 1/3 от формы. Во время расстойки и выпекания тесто поднимается, сильно увеличивается в объеме, и испеченный кулич займет всю форму. Убираю формочки в теплое место на 2–2,5 часа. Куличи расстоялись, сильно выросли в объеме, на ощупь они очень мягкие и как будто живые. Тесто заполнило почти всю форму и не достает до края примерно 1,5–2 см. Буду выпекать в разогретой до 170 градусов духовке примерно 40–50 минут. Время выпечки зависит от размеров форм и особенностей вашей духовки. Проверяю куличи на готовность. Протыкаю шпажкой по центру, она выходит сухая, без налипшего сырого теста, а это значит, что они готовы. Даю им полностью остыть, закрываю пищевой пленкой и убираю на ночь в прохладное место. Так как я пропитываю куличи сиропом, мне нужно, чтобы мякиш вызрел, стал более плотным. Свежевыпеченные куличи нельзя пропитывать, они размокнут и потеряют форму. А теперь приготовлю пропитку. Сахар и воду доведу до кипения и проварю до растворения кристаллов сахара. Даю немного остыть и вливаю апельсиновый сок и коньяк. Перемешиваю. Сироп для пропитки должен иметь температуру примерно 35–40 градусов. Набираю шприцом сироп, прокалываю корочку кулича и очень медленно ввожу сироп. У меня на пропитку центра кулича уходит примерно 30–40 мл. Затем окунаю куличи в сироп буквально на несколько секунд и таким образом пропитываю бока, дно и верх кулича. После пропитки сиропом оставляю куличи на 1 час. Украшаю верх кулича сахарной помадкой. Пока помадка не слишком застыла, выкладываю цукаты, тыквенные семечки и вяленую вишню. Слегка позолотила грецкий орех пищевым красителем и декорирую им верх кулича. Вот такие очень нарядные, яркие и красивые куличи получились. Разрежу и покажу, какой он внутри. Кулич на таком тесте отличается особым мякишем. Он не крошится при нарезке, пористый, волокнистый, а на вкус очень приятный, тающий и сочный. Я всем рекомендую приготовить эти чудесные куличи. Друзья, если у вас возникнут вопросы, напишите мне в комментариях, и я обязательно вам отвечу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы узнавать еще больше вкусных и простых рецептов. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.